Все, что увидели, было приготовлено специально для вас. И это обзор Foxhole на новый танк, и мы заодно обсудим, как выиграть войну и к чему привел баланс. Но сначала я вам кое-что покажу. Мы приготовили все основные танки от колонистов, кроме тех, которые крафтились больше одного дня. Брали как улучшенную технику, так и не улучшенную. В какой-то день видео может быть уже не актуально. Проверить актуальность видео можете в закрепленном сообщении. Суть видео в том, что на стримах, да и вообще в целом, неоднократно уверяли, что баланс между танками присутствует. Ради того, чтобы развеять миф, мы приготовили один из варденовских танков. Он называется Lord Scar. В простонародье сковородка. Есть еще блоха, но мы сегодня не об этом. Первым делом мы начали испытывать скорость, ведь на фронт хочется попасть быстрее. Прошу заметить разницу в цене. А пока смотрите разницу в цене, прошу поставить лайк, ну если вообще вам нравится данный контент. Варденовский танк стоит в 2 раза дороже, чем якобы аналог от колонистов. Но при этом данные ресурсы за танк добываются недолго, если клан все грамотно построит. Настолько сильно удивились от скорости танка варденов, что поставили рядом с ним легкий танк. Результат вы видите сами. Заодно испытали маневренность танка. Помимо скорости, танкистов интересует дальность выстрела. Озвучивать данную процедуру не буду, вы сами все увидите и попытайтесь запомнить. Нас еще осенила мысль о том, что якобы можно обойти и расстрелять экипаж. Но с варденовским танком так не сработало, если только повыше забраться, и то не факт, что попадете. Конечно же, на этом мы не остановились и начали закидывать гранаты в танк, но что-то пошло неожиданное и только двоих ранило, то есть третий может пересесть спокойно за управление и уехать куда надо. И вот мой второй звездный час. Я все же захотел, чтобы троих одновременно. К сожалению, гранаты неожиданно закончились. А вот еще одно интересное видео от наших друзей китайцев. Думаю, озвучивать не надо. Остались липучки, которые наносят 14% дамага. Думали, что произойдет чудо, когда закинем липучку в заднюю часть танка, но чудо так и не произошло, ему было абсолютно пофиг. Кроме того, как дамаг увеличился на 9% примерно. И наконец мы на краш-тесте. Легкий ПТ-танк против варденовского среднего танка. Один выстрел сносит 20%. И теперь наоборот, варденовский танк будет стрелять по легкому ПТ-танку. Да, вам не показалось, с одного выстрела просто нет легкого танка, но это же легкий танк, правильно, хоть и улучшенный. Теперь средний танк от колонистов будет стрелять по варденовскому танку, но он не мог тупо пробить, потому что у него 40-е снаряды, и поэтому начали стрелять по задней части. А теперь наоборот, сковородка будет стрелять по среднему танку, с одного выстрела сносит 60% здоровья. Иногда бывает такое, что и прям сразу двигло просто покидает танк. И при этом напомню, что танк не улучшен, но все равно при этом средний танк. Странно, что с одного выстрела, грубо говоря, уничтожается танк. Бардичи против Лорд Скара. Один выстрел Бардичи снимает 20% Лорд Скару. На удивление, Бардичи тяжело пробиваемый танк. Но и при этом он выживает всего лишь 2-3 выстрела. Талос против Лорд Скара, и самый интересный эксперимент на сегодня, потому что это последний танк от колонистов, который крафтится меньше одного дня. Напомню, что Лорд Скар стоит в 2 раза дороже, чем Талос. Лорд Скар может выжить 2 или 3 пробития, а вот что по поводу Талоса. Талос может выжить 2 пробития, но доедет ли он до Лорд Скара с учетом того, что у Лорд Скара 40 дистанция, а у Талоса 35, то есть разница между дистанциями, грубо говоря, один танк. У Лорд Скара гораздо выше скорость. Получается, из танков колонисты не могут ничего противопоставить. Крафтить один танк в сутки я бы не захотел, и другие тоже не желают. Хотя с учетом наших заводов и нашего альянса с другими кланами у нас возможность имеется. И снова же, мне и другим кланам впадлу
кроме киберкотлетам. И то не факт, что танк быстро не сольют. Да и когда танк сутки крафтится, некоторые лица пытаются не допустить завершения процесса крафта. Думаете, это все? А про взрывчатку не забыли, которую колонистам убрали и тем самым лишили возможности подрывать мосты партизанством. Даже теперь сломанный мост перейти не можем. По нашим расчетам, танк Лорд Скар появляется на 22-й день реального времени. Вы сами можете насладиться, как война меняется после 24-го дня. И так будет всегда до изменения баланса. Но как поговаривают, баланс менять не собираются разработчики. Поэтому мы переходим к протесту. О, великие лидеры кланов и те, кто вступил в эти кланы, воюющие за сторону колонии, прошу вас объединить усилия и вместе пойти на протесты Foxhole на 103-й войне. Заинтересующие лица, заходите к нам в Discord, ссылка в описании, и помогите распространить информацию среди своих товарищей. Как же победить Варденам в последующих войнах до изменения баланса, если это произойдет? Сейчас будет очевидность. Делайте Лорд Скары и разрывайте вражеские танки. Лишив 60% танков колонистов, это то же самое, что выиграть войну.